Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости, подписчики моего канала. Всем спасибо большое, что дождались нашу сегодняшнюю встречу с Максимом Шевченко в прямом эфире. Максим Леонардович, приветствую вас. Здравствуйте, дорогой Александр. Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Здравствуйте, уважаемый режиссер. Друзья, всем большое спасибо, что присоединяетесь к нашей беседе. Сделать это можно, как обычно. В самом финале будет сессия ответов на вопросы, поэтому клуб зрителей «Шелест», сообщество YouTube абсолютно открыто и чат трансляции. Милости прошу. Также всех призываю подписываться на Максима Шевченко. У него тоже есть и ответы на вопросы, и его аналитика. Следите за, скажем так, деятельностью и творчеством, поэтому давайте, присоединяйтесь все к нам. Ну и обсуждать будем самое горячее и то, что действительно вот с пылу с жару, в общем, наступает. Тут Эксиос сообщает, что Кушнер и Уитков поговорили с Зеленским, потом Зеленский сообщает, что да, я поговорил, спасибо Трампу, спасибо всем. Ну, на похороны едет Зеленский, в пятницу выезжает, и, собственно, 28 числа будут Грэма хоронить, вроде как с Трампом, там что-то какие-то наметки. Но параллельным курсом Рубио встречается с Лавровым, эта встреча будет завтра, там часовые пояса, все-таки форум «Осиан», но тем не менее, в общем, будут говорить тоже о мире. Все это происходит на фоне, вот сейчас, в эти вечерние часы, опять вышли картонки, сказали, класс, Сырского убрали, но Федорова не пристроили, поэтому давайте ультиматум Зеленскому, бессрочные протесты, выходим. Одесса и Киев сегодня вечером, вот уже в эти минуты, они на площадях. Все обсудим и, конечно, препарируем через геополитический излом, потому что, ой, на Ближнем Востоке это отдельно, но очень важная тема, обязательно не пропустим ее сегодня. Опрос сегодняшнего эфира звучит следующим образом. Что означает замена Зеленским военного кабинета в Украине? И варианты. Эскалация и страшная мобилизация, что неизбежно. Об этом, собственно, и сам проговорился Зеленский, когда фотографировался с бравыми назначенными военными новыми. Второй вариант. Войну спускают все-таки на тормозах. Все очень ярко, пылко, парко, Wildberries бомбят, по Украине летит, все на тормозах. Это вот такой ночь темна перед рассветом или такой катарсис. Третий вариант. Зеленский все-таки испугался и прогнулся. Сейчас он пытается выпетлять. Это чисто политическая история взаимоотношений Зеленского и Сарасят. И четвертый вариант. Нет, Зеленский укрепляется. И состав правительства, и вот эти назначенцы, спорные, конечно, в его поддержке до там всей большой войны, но тем не менее, это укрепление Зеленского. Голосуйте, варианты не противоречат друг другу, но очень интересно, какой будем иметь результат на выходе. Максим, давайте с этого кабинета и с этих замен на фоне протестов и начнем. Как вы видите ситуацию так вот со стороны, если так навести резкость, Зеленский, вы понимаете, какую игру он играет и во что, собственно, во что он играет? Куда заводит этот шарик или мячик? Конечно, понимаю. Я сразу же об этом сказал в закрытом канале, который легко можно подписаться. Канал называется «Смысл». В описании к моему каналу «Макс атакует» есть там просто описание как бы и бот, через который можно подписаться. Я сразу же сказал, что это игра двух внешних сил. Дело в том, что Зеленский и Федоров, они не самостоятельны. Украинская власть современная, она вообще не самостоятельная. Без поддержки внешних партнеров она не сможет ни вести войну, не осуществлять политическое управление подвластной ей территории, не заниматься экономическими вопросами, потому что она все, ей деньги приходят извне, оружие приходит извне, и поэтому в Украине сформировалось несколько центров влияния и в силовых структурах, естественно, и начали они формироваться, как я напоминал в прошлый раз, еще в тот момент, когда украинские батальоны присоединились к оккупации Ирака и Афганистана, и тогда началась подготовка, слаживание боевое украинских военных, значит, с натовскими, американскими, британскими структурами разведки, в первую очередь. Сегодня я вижу просто два центра. Я вижу, что Зеленский – это британский партнер. Зеленский – это человек, который постоянно британцы подчеркивают свою с ним связь и свое с ним влияние. Не только британцы, но и британская матрица. 2 раза прием у короля в прошлом году, визит короля Бернадота,
а король Швеции – это британская тоже, понимаете, гребница монархическая. Сама идея, что Борис Джонсон тогда сорвал переговоры в Стамбуле, да, в начале, значит, марте 22 года. Ну и много чего другого. Англичане. Англичане, которые давно оседлали и, значит, спецслужбы, силовые структуры и Черное море, вот вообще все эти беспилотные морские темы, это британская тема. И Федоров. Федоров – это сюжет, на мой взгляд, связанный с Европейским Союзом, с Великим Востоком. Я даже конкретнее, потому что Европейский Союз – это абстракция какая-то. Во главе Европейского Союза стоит ложа Великий Восток, которая придумала Европейский Союз там, в конце XIX века и последовательно осуществляет его. И для меня не случайно отставка Федорова совпала с двумя визитами Зеленского в Анкару на саммит НАТО и в Париж на празднование 14 июля, значит, дня взятия Бастилии, где обсуждалась так называемая антибаллистическая коалиция, инициатором которой выступил президент Франции Макрон, что, естественно, поскольку Франция является единственной страной Европы континентальной, которую по-настоящему можно считать независимой и суверенной. Она обладает собственным ядерным оружием, сама принимает решения о его применении или неприменении, сама обладает могучей авиационной и военной промышленностью, сама обладает собственными системами ПВО, системами баллистики и, ну, какие-то там совместно с Германией, с Британией, безусловно, существуют, ну и так далее. Я думаю, что что-то пошло не так. Зеленский не устраивает Европейский Союз. Зеленский слишком завязан с Лондоном, Зеленский слишком завязан с Израилем, Зеленский слишком завязан вот с этими структурами, которые как бы не подчиняются, не контролируются Великому Востоку. У Великого Востока, у Франции на территории Украины есть конкретный интерес. Это атомная энергетика. Это очень много, потому что атомные электростанции, естественно, советские, построенные советским народом, включая Чернобыльскую. То есть на территории Украины было до войны 5,5 атомных электростанций. Половина – это чернобыльские, половина – реакторы. Это очень... еще недостроенная, да. Да, и это огромный ресурс, невероятный ресурс. Ни одна страна Европы не обладает такими ресурсами, кроме Франции. Потому что все остальные стали закрывать. Германия там позакрывала атомную энергетику свою. Испания начала закрывать, но потом сейчас опять хочет открывать. Только Франция. И поэтому недаром, когда Порошенко в 2015 году стал там править Украиной, он разорвал контракт с Росатомом в центре, в желтых водах, и туда сразу французы зашли. И французы хотят получить атомную энергетику Украины после войны, естественно. Потому что на территории Европы либо Россия, либо Украина. Потому что ни Китай, там, ни Вестингаус сюда не пустят. Зачем европейцам на свою территорию пускать чужие компании, французам, которым... Значит, допустим, Запорожская АЭС остается под контролем России, да, например. Значит, тогда остальные под чьим контролем должны остаться? Под контролем Франции. Поэтому и это очень мощная сила. Получается, что Великий Восток на западе Европы, значит, Франция имеет атомную энергетику достаточно могучую просто, там, атомные электростанции и так далее. И на Востоке тоже. Кроме них некому контролировать, еще раз скажу. И это, в принципе, достаточно серьезная заявка, потому что получается тогда, что энергоснабжение Европы, за исключением газового, за исключением каких-то еще аспектов, оно будет в руках как бы вот этой вот достаточно сильной, достаточно могучей силы. Поэтому, естественно, французам совершенно не улыбается, что Зеленский, который... так, как вежливо приезжает там что-то такое, покрасоваться на Елисейских полях и что-то получить там, как бы, ну, на самом деле, в основном показывает свою связь с Лондоном, а вовсе не с Парижем и не с Брюсселем. Да, бабки от Брюсселя получить можно, но интимных отношений с Брюсселем у него особых нету на самом деле таких. И поэтому я думаю, что Федоров – это альтернатива Зеленскому. Федоров – это кандидат Европейского Союза. Федоров – это кандидат, это технократ.
И это человек совсем другого склада личности, совсем другого поколения, другой подготовки. Я заметил еще, что митинги против Сырского и за Федорова, они были не такие, как бы, крутые такие нацики, знаете ли, в бронежилетах, как мы видели неоднократно, а такие евромальчики, евродевочки. Там крашеные волосы. Вы, наверное, тоже это обратили внимание, да? А вот эти группы, они все поднимаются на Майдан, Евромайдан, фондами. Фондами европейскими, потому что все они сидят на подсосе у каких-то фондов. Там, Конрада Аденауэра, там, я не знаю, кого-то там еще, понимаете, какого-нибудь. У нас их тоже много было в России, разных этих фондов. Кто-то работал там с «Единой Россией», кто-то работал с «Яблоком», кто-то работал еще с чем-то. Полно европейских фондов. Поэтому я вот так думаю, что это конфликт за то, кто будет в Украине. Зеленский, его время проходит. Он человек предыдущей эпохи. И так или иначе он куда-то там уйдет, там или лекции читать по 200 тысяч долларов за лекцию, как Горбачев читал, понимаете, держа в одной руке сумку Луи Виттон, в другой Пиццу Хат, читал лекции о том, как я строил демократию. Также и Зеленский будет рано или поздно. Да, он, как говорится, конечно, круче Горбачева во многом. Тут вопросов нету там. Ну как? Ну, он все-таки вел войну. Горбачев-то просто сдался, лапки поднял и убежал. А этот человек 5 лет ведет войну, руководит войной. Нет, он вам кажется смешным, как украинец, но так в мире у него имидж-то другой. Послушайте, какой у него? У него имидж один и самый главный. Бонефтик. Ну, типа, не убежал, понимаете? Вот и вся как бы заслуга. Все прекрасно понимают, кто и как руководил войной. Это безусловно, Саш. Но я читаю западную прессу, как и вы, наверное, читаете тоже. И там его постоянно показывают в камуфляже, в Белом доме, там, на приеме у короля, небритого, понимаете, такого. Это же такие имиджевые вещи. Но это все предыдущая эпоха. Дальше надо будет уже как бы поствоенную эпоху. Для поствоенной эпохи он не годится вообще. Так вот, смотрите, это очень важный момент. Поэтому Федоров, я думаю, Федоров, ведь он же сам сказал, я предложил Федорову пост премьер-министра, Федоров отказался. Значит, Федоров метит не на пост премьер-министра, а выше только президент. Смотрите, о Федорове. Я обычно так не делаю, я считаю, что... Ну, вот сегодня что-то я решил сделать такое исключение, маленькое исключение. Да, это мне пишут, это конкретные скрины, мне пишут конкретный человек, который начинал с Зеленским... ну, вот это вот, 19-й год, там табуретку можно было поставить, он был там внутри. Вот, я не буду называть кто, вот, конкретно, цитирую. И потом вы прокомментируете, это очень важно. То, что мне пишет просто человек о Федорове, да, вот, который был изнутри команды. Сейчас он не внутри команды, это важно сказать. Значит, по поводу Федорова, оценка. Он еврей, с троцкистской идеологией. То, что он по своей идеологии соросенок, я понял еще на выборах. Мы начинали осенью 2018 года. У меня с самого начала начались с ним разногласия. Поэтому природа конфликта с Сырским мне вообще понятна. Теперь главное, фотографа в депутаты выбрал Федоров через записки в барабане. Сначала по фото в Facebook, а потом через Лахтатрон. А еще он был связан с Навальным, впихивал ему методологию СММ для того, чтобы Навальный стал президентом России. Но по цене не сошлись. Миша запросил $1 миллиард у Навального. Что тоже интересно. И это Миша вмешивался в выборы США. Ботафермы были его, а трафик шел через Россию. Поэтому ЦРУ обвиняли долго Россию в вмешательство в выборы США. На самом деле это делали 2 Миши, Федоров и другой там, Кричко. Когда ФБР вышло на след в Украине, Зеленский спрятал обоих, он вывез их за рубеж. Их обоих не было видно ни в парламенте, ни в Кабмине около 4 месяцев. Они аферисты международного масштаба. Это такой у нас будет новый дивный мир и такая ставка европейцев на нового президента Федорова? Ну да, а почему нет? Собственно говоря, почему нет? Что чем он лучше или хуже там других, понимаете? Потом в этой оценке много субъективного. Там еврей, соросенок, понимаете. Вот его зовут Михаил Альбертович. Родом он из города Васильевка, Запорожской области. Может, и еврей. Но так, как говорится, я не знаю там.
Мне кажется, в этом регионе Украины быть евреем – это не эксклюзив, понимаете? Вообще в Украине у вас там запрещенный в России батальон Азов, там он финансируется, создавался Израилем, сейчас публикуется информация просто. Моссад, специальное подразделение Моссада Азов тренировало и, значит, готовило, понимаете? Именно поэтому, я подозреваю, Азов так как бы благополучно был обменен, между нами говоря. Поэтому что там за обвинения, там еврей, не еврей? Оставим антисемитские выходки какие-то, они нас только отвлекают. Федоров вполне человек для Европейского Союза, подготовленный, технологичный человек. Михаил Альбертович Федоров. И, в общем, я же говорю не о нем лично. Я вообще не знаю, кто это. Я вообще так в эти украинские дела стараюсь не лезть. Это только вот из уважения к вам я так отвечаю на эти вопросы, потому что там надо как бы вариться во всем этом постоянно, а мне это... Ну, подождите, история с американцами и Навальным, это не совсем, если это правда. Я не знаю, что там про Навального. Сейчас на Навального как бы вали все подряд. Запрещенного в России экстремиста, между прочим, даже упоминание его имени в России является крайне негативным аспектом. Поэтому миллиарды долларов там готовил чего-то, переворот какой-то с Навальным. Это не об этом речь. Даже если Навальный был человек Европейского Союза. Навальный прилетел из Германии в Москву. И провожала его госпожа Ангела Меркель, понимаете. Даже эта связь говорит, что Федоров связан с Европой. Я лично считаю, что вот моя версия, мое видение, я не знаю ничего там про все, про то, что написал ваш инсайт, но я вижу, что и неважно, кто там, Зеленский или Федоров, назовем их X и Y, и неважно, кто они по национальности, кто у них мама и папа там, и так далее, в данном контексте, неважно, для них, наверное, это важно, да? Есть просто два центра. Вот есть Украина за пределами как бы России, российское влияние, есть несколько центров воздействия на Украину. Самые большие – это Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и Великобритания. Это разные центры с разными интересами. Чуть поменьше – это Турция, которая воздействует через крымско-татарский фактор и через исламский фактор, естественно. Да? И, ну, пожалуй, все, по большому счету. И это, в общем, три достаточно... И у всех из них разные стратегии, разные цели, разные интересы. Наезд... Можно анализировать дальше. Меня не интересует, где учился Федоров. Меня интересует то, что конфликт и кризис в Украине возник на фоне подписания, допустим, Эрдоганом со Стармером договора о стратегическом партнерстве Великобритании и Турции, что сразу фиксирует присутствие Великобритании на Черном море совершенно в других аспектах и в других параметрах. И для Европы, для Великого Востока, который является конструктором Европейского Союза, либерального объединения национальных государств континентальной Европы, это совершенно не позитивный момент. Потому что таким образом Европа, которая очень хочет там присутствовать постоянно, которой надо обязательно через Черное море протащить паромы из Поти и из Анаклии в Констанцу, а также в Одессу, ведь еще помимо атомных электростанций в Украине есть еще один очень важный актив. Это Николаев, Херсон, Одесса. Три незамерзающих порта, да, из которых Одесса, вот это вот устье Днестра, это самый крупный. Туда, как вот паром из Грузии, поперек, значит, Черного моря идет паром. До войны был китайский, как вы знаете, проект о том, что из Балаклавы должен был идти паром в Констанцу, и 200 миллиардов выделяли китайцы Украине Януковича, что привело, что был одним из поводов к Майдану. Вот не верите меня, спросите у Николая Яновича Азарова. Он у вас, я знаю, в гостях бывает, он вам расскажет об этом. Китайский, этот самый китайский контракт и китайское обещание этих денег привели в экстаз просто европейцев, американцев, потому что, и, в общем, это послужило причиной для многих бед. А могло бы по-другому, как бы все были бы счастливы, все были бы в шоколаде. И Украина, и Россия, никто бы не умер.
по крайней мере. Вот. Поэтому, когда вот этот я вот по-другому вижу, там Турция, значит, Британия фиксирует свое присутствие в Черном море просто. Мало того, что она через СБУ и через ГУР, а особенно через Буданова, фиксирует свое присутствие в Черноморском бассейне. Потому что все операции на Черноморской акватории, это, считайте, британские операции, проводимые через украинские специальные структуры. Еще и Турция. Для Франции, для Великого Востока это проблема, потому что одной Румынии ты сыт не будешь. Румыния страна как бы непростая. Только в Румынии там задавили, значит, националистическую там Джорджеску и Симонеску, да и то как бы с трудом, с нарушением всего. Румыния там должна с Молдовой какие-то трудные альянсы, понимаете? Там и Молдова – это вообще спорный актив. У нее не разрешен с Приднестровьем там ситуация, а Россия через Илона Шора, израильского гражданина, действует в регионе. Болгария отказалась давать оружие Украине. То есть у Европейского Союза там идет игра в Черноморском бассейне. Поэтому я исхожу из того, что если Зеленский, человек, который замечен прежде всего в британских контактах на высочайшем уровне, то значит Европейский Союз должен выставить кого-то, кто оппонировал бы ему как кандидат от Великого Востока, технократ. И кто таким кандидатом может быть? Исходя из того облика европейской бюрократии, который я много раз лично наблюдал, и который я наблюдаю мы все много лет, он должен быть технократом, достаточно серым человеком. Понимаете, таким как бы, не харизматиком, как Зеленский. И Федоров – это вот технократ. Я не могу сказать, что он прям совсем серый. Его последняя пресс-конференция была достаточно любопытна. Но все равно это менеджер. Это менеджер. Европейским Союзом Великий Восток не производит гениев, фюреров. Понимаете, ему не нужны Де-Голли. Ему нужны менеджеры, управленцы нациями. Такие как бы буржуа, которые поднимаются над общим уровнем. Угу. Поэтому я вот так это вижу. Давайте тогда и Европейскому Союзу точно не нужен Зеленский с его артистической манерой, психопатической манерой, с его этими скандалами, связями, там, угрозами и так далее. Нет. Тихий, не выступавший с какими-то публичными спектаклями Федоров, который якобы, я не знаю, как организовал эту беспилотную как бы наступление на Россию, да, значит, там дальние удары. Украина, кстати, тоже получает очень серьезно в ответ и из России. Все говорят только про украинское наступление, но Россия отвечает очень жестко, понимаете, по Одессе, сухокрузы горят каждый день на рейде Одессе. Большой логистический центр под Харьковом поражен, понимаете. Это все не вызывает у нас, естественно, восторга, потому что мы против. Я лично думаю, что и вы тоже. Этого смертоубийства между славянами, понимаете? Как сложилось, так сложилось. Давайте до конца. Поэтому я вот так объясняю. Смотрите, я хочу до конца что Федоров ставленник альтернативной Британии силы. Мозаику давайте до конца разложим. Окей, там, ушедший Ермак вместе с Зеленским, это понятно. Британия, да, Великий Восток, по вашей терминологии, как вы, величаете. США – это Умеров, могу сказать сразу. Вот. А вот США – это Умеров, это выглядит максимально странно. Почему? Он американский гражданин. То есть, смотрите, а какие у него шансы? Вот если мы берем никаких. А дело в том, что американцам не надо контролировать Украину. Украина для них фактор большой шахматной игры. Если для Европы контроль над Украиной – это жизненная необходимость, для британского проекта контроль Украины – это жизненная важная необходимость. Вот наезд Польши на Украину, на Зеленского – это был британский наезд. Польша – это британский партнер. Что вы понимали. Значит, то для американцев Украина, они ее рассматривают просто как фактор дестабилизации всего этого пространства. Главная стратегическая задача американцев, чтобы между Россией как источником ресурсов и Европой, как центром, обладающим стратегическим проектом как бы конкуренции в пространстве Большого Запада, потому что конкурентный вызов США может бросить в западном полушарии только объединенная Европа. Вот задача американцев всегда стратегическая – препятствовать восстановлению Европы, ее объединению там, и так далее. И получению ей дешевого
и доступного сырья, дешевое доступное сырье для Европы в неограниченных количествах – это территория бывшего Советского Союза. Значит, Украина, американцам, им все равно, кто правит Украиной. Им важно, чтобы это был фактор разрыва связей между Европой и Россией. Вот это взгляд американцев на Украину. А там уже вторично еврейский вопрос, хасиды, там, Хабад, Новая Хазария. Это для американцев уже как бы такие проектные вещи. Но это не принципиально. Для них принципиально, чтобы между Россией и, между Евразией и Европой был разлом. Угу. Вот это для них важно. Да, значит, если двигаться дальше, то сегодня очень интересные материалы вышли в Bloomberg, которые говорят о том, что, в общем... Поэтому вот Умеров, он смотрящий от Америки, он не претендент на власть, он смотрящий от Америки, и как смотрящий он вполне адекватен в этой роли. Ну да, есть Умеров, есть еще Арахамия, который тоже с паспортом. Арахамия тоже вполне, да. Смотрящий за происходящим. В Bloomberg вышел материал. На зоне вот есть смотрящие от воров, понимаете, от больших воров. Это вот они. Сегодня, я, если честно, так, открыто, прямо, вот так вот, пишут, что там, понятно, ссылаются на некоторые неназванные источники, причем в Кремле, что все, как бы закончен бал, погасли свечи, закончился дух Анкориджа, как бы до свидания, никто обмениваться территориями не будет. Имеется в виду, что военным путем якобы есть задача до конца этого года овладеть Россией полностью территорией Донецкой области. И все, собственно, да. И то, что там будет плюсом, не отдавать. А американцы якобы планировали, что Украина отступит с Славянска-Краматорска, а Сумская область, Харьковская, там еще Днепропетровская, как бы вернется. Вот такая сделка, вот такой обмен территориями, и получится почти что практически по линии соприкосновения. Более того, в этом же материале описано то, что после вот этого военного овладения Донбассом в России начнутся реальные переговоры. Что вы об этом думаете? И помер ли дух Анкориджа? Потому что вот сегодня Лавров как-то, предваряя завтрашнюю встречу с Рубио, там достал из-под сердца, как он выразился, цитаты Путина и Трампа после 15 августа прошлого года, характеризующие договоренности США о том, что мы не хотели, мол, россияне, но российская сторона не хотела, но все подумали, потом приняли эти предложения, а Трамп тоже хорошо отзывался, и он этот, я так понимаю, листок покажет Рубио. Вдохнут ли, сделают ли искусственное дыхание на АСЕАН духу Анкориджа, или мы уже имеем некий другой формат договоренности и расклада после всего того, что происходит с дальнобойными ударами и на передовой? Дух Анкориджа – это не стремление к миру. Дух Анкориджа – это сделка. Мир в обмен на землю. Дух Анкориджа подразумевает, что Трамп придушивает Зеленского, так или иначе, каким-то образом там заставляет его куда-то пойти на какие-то переговоры. В обмен на это Трамп, как я понимаю, и его приближенные получают некие приоритеты в экономических действиях внутри Российской Федерации. Потому что все, что нам рассказывали нам о каких-то экономических проектах инвестиционных, которые прольются золотым дождем, долларовым дождем над нашей Сибирью и Дальним Востоком, вплоть до туннеля, который вдруг возьмет, да и построится из Аляски, через Берингов пролив. Но очевидно, что не получается, потому что отступать Зеленский не хотел, не хочет. Европа перехватила этот момент и создала технологические цепочки, потому что же речь шла о патриотах и томагавках, а Европа предложила новый вид оружия. Вот эти беспилотники украинские, это, считайте, украинско-европейские беспилотники. Там датские моторчики или там что-то еще, понимаете, там французские какие-то еще есть аспекты. И это вот уже между прочим, Федоров. Тот самый Федоров, которого сняли, который завязан на эти европейские технологические цепочки. И это сорвало, в принципе, попытку Трампа достаточно реальную придушить возможности Украины вести войну с помощью старых систем оружия, например. Да? И
Но это не получилось. Плюс к этому выход на границы Донецкой области – это никакой не инсайт. Президент России еще Шойгу трижды дал приказ выйти на границы ДНР и ЛНР. Публично. Не в секретном там, письме на имя министра обороны, а публично под камеры. Пожалуйста, можете найти выступление Владимира Владимировича Путина. И говорит, даю приказ выйти на границы ДНР и ЛНР. Есть, ответил тогда еще министр Сергей Кожугетович. Наверное, Андрею Белоусову Ремовичу, Андрею Ремовичу тоже давался такой приказ. Но это логично. Это логично, потому что все началось из-за ДНР и ЛНР. И как бы не может российская власть закончить все, пойти на переговоры, не зафиксировав полностью под контроль ДНР и ЛНР. Тем более Славянск – это же не просто город, а это символическое место, откуда все и началось. Так знаменитая Стрелковская оборона, она именно в Славянске была. Со Славянска все началось. Славянск – это был повод к АТО. Именно пребывание стрелковского отряда в Славянске был поводом для Порошенко к антитеррористической операции. Уж я не знаю, кто-то из Москвы ему дал этот повод специально, или просто так получилось. Это пусть Стрелков рассказывает. Он любит интервью давать, понимаете, и из тюрьмы письма писать. Вот пусть расскажет, случайно ли так получилось или специально. Поэтому Славянск – это символическое место. И пока не овладеют Славянском, война не закончится. Наступление не закончится. Я это так вижу просто. Хорошо, так о чем тогда будут переговоры? Когда владеют, когда выйдут на границу ДНР и ЛНР, боевые действия закончатся. Они тогда заморозятся. Все вздохнут с облегчением. Европейцы, американцы, наши, украинцы. Все при этом будут сохранять грозный как бы, вид и делать грозные разные. Тогда начнется уже как переговоры. Но дух Анкориджа – это сделка. А в рамках любой сделки, если ты оказываешь хорошую услугу, да, то значит, ты и больше получаешь. Если российские войска сами без Трампа выйдут на границы ДНР и ЛНР, то значит, и сделка уже будет не такая жирная, как хотели там Джаред Кушнер и Стив Уитков, понимаете, спаславшим их женой, хотел процитировать 12 стульев. Ну, в общем, спаславшим их Трампом, понимаете. Но, с другой стороны, Трамп – это очень важный партнер для российской власти. Очень важный партнер. Именно потому, что американцы, как я уже сказал, они не хотят никакой власти в Украине. Им не надо. Им от Украины надо, вот семейке Байдена надо было бабло рубить в Украине, там, на газе, понимаете. Этим тоже там чего-то надо. Трамп там бредит про какие-то редкие земли в Украине, редкоземельные какие-то. Но это как бы фантастика абсолютная. Это же мы все понимаем, да? Как бы в стране, разрушенной войной, разореной, сейчас какие-то еще масштабные редкоземельные там добычи открывать. Ну, это так вот. В общем, какая-то дикость. Поэтому, на самом деле, ни у кого нету как бы решений, но все понимают принципиальные такие вот фиксированные какие-то позиции. Да? Значит, еще раз их повторю. Для России не может быть ситуации, что переговоры начались бы, перемирие, без выхода на границы Донецкой области. Луганская полностью освобождена, как я понимаю. Ну, там какие-то, может быть, там сотни метров есть, километры, да? Значит, кроме этого, как всегда, на стрелках, в серьезных таких как бы переговорах говорится, нет, мы на этом не остановимся. Мы еще создадим буферную зону в Сумской и в Харьковской областях. Это позиция Москвы. Я предлагаю к этой позиции относиться очень серьезно. Это не фигура речи, и сил у России на это хватит, поверьте. Потому что на самом деле война идет в нескольких плоскостях. Если в технологический блок Западная Европа, США, Израиль, Украина имеют преимущество над Россией за счет космической группировки, микроэлектронных устройств, искусственного интеллекта. И Израиль поставляет Украине программы искусственного интеллекта сознательно, военного назначения. Значит, Европейский Союз создал цепочки по производству этих дронов, да, там и так далее. Понятно, что у России тут есть как бы гораздо меньше возможностей. Мы не имеем доступа к современным чипам мировым, и Россия не имеет. И, в общем, это серьезная проблема. И нету низкоорбитальной спутниковой группировки, которая могла бы, подобно Старлинку, координировать боеголовки. Но она появляется сейчас, там есть новости. Постепенно об этом заявляют, но пока нету. Наверное, я думаю, будут, как там
Так же, как по ходу войны всегда как бы есть догоняющая сторона, которая в какой-то момент возьмет и опередит. Вот как немцы все опережали, потом пришел 43-й год, и вот появились танковые армии у Красной Армии. И ситуация стала в корне меняться. И уже тигры и пантеры не помогают, понимаете, вундерваффе. Потому что методы другие организации. Война – это и искусство возможного, которое из такого, как бы из ситуации как бы реальной происходящей всегда вытягивает как бы будущее такое военное. Вот, значит, для Украины потеря Донецка-Краматорска носит чисто политический характер на самом деле. Стратегически это не имеет значения, политически это да, это держать как бы вот Россию, сдерживать ее. Для Европейского Союза и ему, чем дольше эта война длится, и чем дольше Европа в ней не участвует, а Европе война вообще никак не ощущается для населения Европы. Это такая тема в новостях, там где-то в новостях присутствует. Но для европейских корпораций, для Европейского Союза украинская война позволяет консолидировать для Великого Востока, будем называть вещи своими именами, консолидировать управленческую систему Европейского Союза. Дальше укреплять структуру, которую мы называем европейским НАТО, условно говоря, да, перепрофилировать системы производства вооружения на новый тип. Там вот беспилотники, там какие-то искусственный интеллект, там новые боеголовки, новые крылатые ракеты, новые образца. Я подписан там на ряд военных каналов таких современных, и они там постоянно сообщают о каких-то инновациях. Там то какие-то лазерные оружия, то какие-то робототехника, то какие-то там РАИ, то какие-то новые беспилотники. Там Британия является одним из лидеров, британские компании, да, значит, там французские, там все что-то производят. То есть это как бы бум. Война в Украине, вот смертоубийство русских украинцев для Европы – это экономический бум для военных корпораций. Сейчас уже им не важно, чтобы кончалось, не кончалось. Они хотят с Россией мириться. Я это, например, делаю такой вывод по допуску на выборы Марин Ле Пен. Марин Ле Пен, которую долго называли агентом Путина и убрали с выборов именно в разгар войны, теперь внезапно суд, а это немыслимо без масонских решений внутренних, меняет решение, сокращает ей срок и потенциально, потому что на самом деле мало кто понимает, что ее могут опять снять с выборов. Суд может поменять решение. То есть ее держат на поводке. Но она как бы может реализовать свою мечту. Потому что если сейчас она выходит на выборы с Меланшоном в марте 2027 года, она становится президентом Франции. Ну, подожди, там еще Лагард заявила, что вполне возможно глава ЕЦБ, Центрального банка Европы, что она будет как бы преемницей Макрона. Там еще тоже да, может быть и так это будет, но пока Марин вне конкуренции. Она абсолютно вне конкуренции. И это, в общем, сам факт ее возвращения в политику, в кандидаты, это такой незримый пас в сторону мирных переговоров с Россией. Максим Леонардович, утечка президента Азербайджана Ильхама Алиева, да? Да, вот это я хотел обсудить. Как он рассказал, он очень важную вещь рассказал. Он рассказал о том, что глава Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков и глава СПЧ Валерий Фадеев встречались с чиновниками гораздо более низкого уровня, чем Зубков, и гораздо меньше влияния из Германии. Что это за чиновник там? Бывший глава земли Пфальц, по-моему, да? Там и так далее. Какие темы вот глава Совета директоров, кстати, Совет директоров «Газпрома», Зубков, бывший премьер-министр, может обсуждать с немецкими политиками второго уровня, да, казалось бы. Какие темы? Во-первых, немецкие политики второго уровня – это тоже члены серьезных лож, серьезных структур. И иначе чего им обсуждать? И кто они такие? Это какие-то региональные, что с губернаторами? Раз. Второй момент. Обсуждаться «Газпром» только две вещи. Сейчас в Германии важнейший вопрос – это вопрос просто политический самый острый.
это информация, полученная от Киселева, что он агент СБУ, опубликован его телефонный разговор с женой, где он ей рассказывает подробно, как он агент СБУ, как он по заданию СБУ взрывает, уничтожает немецкую федеральную собственность. Это кризис, масштабы которого трудно переоценить. Я посмотрел выступление депутатов от «Альтернативы». Традиционно они выступают в пустых залах, потому что остальные уходят, чтобы не слушать фашистов. Ну, в общем, там конкретно просто. Он говорит, канцлер Мерц – это не канцлер немецкого народа, а это просто менеджер компании BlackRock, поставленный для контроля над Германией. Как они могут 8 лет, да не, там не 8, когда в 22 году взорвали, да, то есть 4 года не заводить уголовное дело, блокировать, тормозить его. Представляете себе, если вот эта вот атака какая и идет на правящую коалицию, ее обвиняют в саботаже расследования теракта против Германии. А кто был партнером Германии? «Газпром», правда, в этом вопросе? Поэтому присутствие Зубкова на этой встрече озвученное, хотя Ильхам Гейдарович сказал, там, типа, я не знал, кто это, я никогда не поверю, что Виктор Зубков посетил Азербайджан, и никто не знал, что он туда приехал. Еще про Фадеева поверю, но про Зубкова точно не поверю, понимаете? Это один из самых влиятельных людей не только России, но и постсоветского пространства. Поэтому, тем более для Азербайджана, где Сакар, государственная компания, газовая, нефтегазовая компания, вот, кстати, совет директоров «Газпрома» приезжает в Азербайджан, и никто не знает. Знали. Значит, это сознательная такая позиция, потому что Азербайджан, он же тоже участвует в газовой стратегии, понимаете, там, в Европе, да, там, у него свои там есть каналы, Баку-Джейхан и так далее. И тому я подобное. никогда не поверю, что это не согласовано с Москвой. Извините. Конечно, согласовано. Нет, это, конечно, согласовано. Нет, там это, просто, разумеется... смотрите, нам как это все препарировали на пресс-конференции Мерца и Алиева. Да, каким образом? Говорит, Да. Алиев, понятно, такой весь, султанчик тоже говорит, нет, вот Не надо говорить султанчик. Он президент Азербайджана. Нет, подождите, он достаточно... Нет, послушайте, не оскорбляйте азербайджанский народ, Саш. Вы человек интеллигентный, зачем так говорить про президента Азербайджана? Постойте, смотрите, а вы видели его выступление в Шуше? Вы видели, какую политику он занимает? Слушайте, он выступает так, как азербайджанец, профессор МГИМО, между прочим, в прошлом Ильхам Гейдарович Алиев, понимаете? Доктор, по-моему, политических или исторических наук. Человек образованнейший, знающий свободно несколько языков, и в политике он гораздо более мудрый, чем многие европейские политики и мировые. Поэтому давайте не называть такие уничижительные термины, не применять. Это президент Азербайджана, который с присущей азербайджанскому менталитету, восточной спецификой, понимаете, и излагает позицию страны, не очень большой страны, между прочим, которая окружена войнами. Война идет в Иране, на юге Азербайджана. Война идет, значит, в Украине, а Азербайджан прилетает по Сакару, да, в Украине. Война недавно была в Карабахе. И вот небольшой Азербайджан, он как бы выстраивает себе такую позицию, чтобы ни под кого не попасть, ни под чье давление. Хотя понятно, что там активно присутствует Британия, потому что экономический суверенитет Азербайджана Гейдаром Алиевым начинал созидаться после контракта с компанией British Petroleum, компанией BP. Баку-Джейхан – это BP, British Petroleum. Поэтому зачем такие слова? Это очень важная, серьезная и такая стратегически очень... Подождите, вы считаете, что серьезно Азербайджан играющая важную роль сегодня страна. Поэтому очень хорошо, что Ильхам Гейдарович рассказал. Это же он стал источником этой вот информации. То есть это сознательно было озвучено Мерцу. И это зачем было озвучено Мерцу? Это потому было что озвучено Мерцу. Мерц стоял и там чуть ли не со слезами на глазах рассказывал, что мы готовы с Путиным говорить, а он не хочет. Это его для ослабления Мерца, конечно, это была пощечина Мерцу. Ильхам Алиев публично, не пощечина, но, в общем, он его уколол этим самым. Сказал, а вот уже идут же переговоры. И кто? Зубков. Еще раз говорю, это топ-фигура политики российской. Зубков – это человек чуть ниже Путина. Это даже не министр иностранных дел, это глава
представляете, совет директоров «Газпрома». Это очень серьезный большой человек. И вот Алиев говорит, ну вы просто не в курсе, господин канцлер, вот на самом деле уже вот такие вот идут контакты. Для Мерца это был шок просто. Он удар такой в нос получил прямой, понимаете, фактически. Ну, на языке, вот так это выглядит на языке политики. Ты не знаешь, что у тебя происходит. Вы готовы, а у тебя уже есть политики, которые ведут эти переговоры. И это намек на то, что в Германии есть сила, альтернатива-то опережает ХДС. И опережает социал-демократов, на много пунктов уже опережает. Альтернатива готова уже в Восточной Германии, в половине Германии взять большинство в местных землях. Это очень серьезное событие. Там в Германии обсуждается вопрос о том, чтобы не допустить, если альтернатива для Германии побеждает, чтобы не допустить ее к гостайне. Чтобы, не дай бог, там, значит, гостайна не стала известна Москве. То есть они хотят ввести новый закон срочно, по которым руководители немецких земель, где предположительно альтернатива может победить, отрезать от госуправления. Потому что отрезать от гостайны – это отрезать от госуправления. И Ильхам Гейдарович именно об этом сказал немцам, да? Что вы не знаете, что в вашем доме происходит на самом деле. Да? Мерц улетит со свистом просто. Если вот будет продолжаться такие... Смотрите, во Франции Марин Ле Пен, в Германии альтернатива, и там паника в Германии по поводу альтернативы. Немецкие политики встречаются с Виктором Зубковым, да, значит, председателем совета директоров «Газпрома». А Мерц там что-то плачется. Они уходят. Старые элиты, как говорится, уходят. Кроме Макрона. Ну, Макрон, я считаю... Уйдет ли с ними война, понимаете? Вот же какой вариант. Если Марин Ле Пен победит во Франции альтернативу для Германии, то Украина потеряет поддержку Европейского Союза. Тут даже у меня просто нету сомнений по этому поводу. Ну, тогда возникнет даже более того блок. Мелони, Ле Пен и, допустим, Алис Вайдель. Ну, Алис Вайдель вряд ли станет канцлером. Все-таки альтернатива канцлерам – это еще очень долгий путь. Я думаю, что им не позволят. Но даже связка Ле Пен-Вайдель, Ле Пен-Мелони, извините, весной, после выборов возможных во Франции в марте, выборы во Франции – это ключевой брейкпоинт вообще всей этой ситуации. Ключевой брейкпоинт. Но в целом европейские элиты, они больше не заинтересованы в войне, они решили практически все вопросы. Макрон, уходя с поста президента Франции, он хочет прыгнуть на пост главы Еврокомиссии, на место Урсулы фон дер Ляйен. Именно поэтому он сейчас продюсирует проекты такого стратегического уровня. Там ядерный зонтик для Европы, да, вот Макрон говорит там. Вот значит, антибаллистическая коалиция. Зеленский даже не понял, в чем там была суть, я так думаю. Угу. Понимаете? И это проекты, как бы уже выходящие за рамки Франции чисто. Это он готовит себе будущее для того, чтобы стать президентом Европы. Великий Восток хочет выйти из тени уже окончательно. А во Франции, который станет просто одним из составляющих элементов, пусть будет националист Марин Ле Пен. Почему нет? Очень популярная во Франции женщина. Мне французы, даже которые ее не любят, левые, говорят, знакомые, что вы знаете, Максим, да, вот она там на самом деле очень популярна. И она просто раздавит Меланшона, если они выйдут вдвоем там. И если вот будет еще вот это вот, как Нале Лагран, да, ну, в общем, конечно, можно раскрутить. Макрона же раскрутили в свое время, да. Ну, я что-то... А Ле Пен можно снять, еще раз говорю, с выборов. Там они оставили такую лазеечку, чтобы она Максим, не слишком... Тут же очень интересно, почему... Франция – это и есть Европейский Союз. Франция – это и есть Европейский Союз. Почему мы вот сейчас уделили внимание действительно энергоносителям, Алиеву у Мерца, да, вот этим таким эпизодам специфическим. Разные отношения, может быть, но геополитически это выглядит очень важно. Знаете, по какой причине? Ну, вы знаете. Слушайте, а в Иране-то ничего не заканчивается. Вот бомбили прошлой ночью. Трамп выходит и говорит, за каждое там судно, которое подбито, будет минус электростанция, минус мост. Иран выходит и говорит, уважаемые друзья, эвакуация. Но не в Иране. В
Кувейте, Бахрейне, ну, то есть, где они могут предлагают эвакуацию соседям, понимаете, потому что будем лупить. Эскалация поднимается и раскручивается, нефть растет. Энергоносители тоже. Хуситы немножко присоединились, пока показали, обозначились тоже на своем Баб-эль-Мандебском проливе. Трамп угрожает хуситам опять, хотя он их уже побеждал, мы же помним, несколько месяцев назад. То есть ситуация накаляется. Для Европы это плохо, все это понимают, но решений пока не видно. Почему? Объясняю, как я вижу ситуацию. Может, я не прав, конечно. Эскалацию начал Иран. Первый удар по кораблям нанес Иран. Трамп в это время собирался в Анкару на саммит НАТО. И Трамп очень нервничал, когда был вынужден. Первый удар ответный американцев был очень сдержанный, на самом деле. Такой фиксированный. Ну, думали, обменяемся там, и все. Но потом как бы пошло по нарастающей. И вообще темп и ритм этого конфликта диктует Иран. Этот конфликт Трампу совсем не нужен. Для Трампа в этом конфликте нет хороших... Вот сейчас в этой эскалации нет хороших итогов для Трампа. Смотрите, он не может не ударить последним. Если последним удар будет удар Ирана, Трамп проиграл. Дальше. Трамп не может Иран победить. Такими ударами Иран не победишь. Значит, третье. Эти удары, приносящие страдания народу Ирана, в Америке понижают очень сильно рейтинг Трампа и республиканской партии. Четвертый аспект. Иран показал опять, что мировая финансовая система, мировые всякие там, значит, эти структуры и так далее, которые завязаны на так называемой монархии Ближнего Востока, очень уязвимо находятся под их ударом. И иранцы, как говорится, наносят... Вот удары ответные Ирана имеют политически гораздо более весомое значение, чем удары американцев по Ирану. Вот американцы по Ирану ударили, да, там разрушили мосты, электростанции. Ну вот вам сообщают какие-то там названия каких-то городов в Иране, да. И если вы не глубокий специалист по Ирану, вам это вообще ничего не говорит. Просто набор звуков, да. Ну, наверное, жалко иранцев, там, если вы нормальный, а вы, я знаю, нормальный человек, да. А вот когда вам говорят удар по Кувейту, удар по Бахрейну, удар по Дубаю, там, хуситы сказали, что если вы, саудовцы, вмешаетесь, мы вам покажем ай-яй-яй. А какой ай-яй-яй хуситы могут показать? Хуситам по нефтяным полям компании «Арамко» не нужны баллистические ракеты. Они градом их просто накроют. Градом. Там рядом все. И они реально заполыхают. Саудовская Аравия лишится своей нефти. Компания «Арамко» – это не только саудовская компания. Понимаете, это достояние BlackRock. Это достояние мировой финансовой системы. Поэтому во всех аспектах этого конфликта его ход диктуют иранцы. Иранцы ненавидят Трампа. Чтобы вы понимали, Трамп для них никакой не партнер там, или не какой-то там противник. Трамп – это убийца потомка пророка Мухаммеда через его дочь Фатиму, Саида Али Хаминеи. Его малолетней внучки, 14-месячной, гробик, который стоял под гробом Рахбара, его дочери, ни в чем не повинной, ее мужа. Там семья, весь Иран видел гробы семьи. Рахбар, вот, пожалуйста, у меня из Ирана привезли, вот так вот теперь в Иране, понимаете? Он вот Али Хаминеи со своей внучкой. Вот эта икона стала такая. И они это никогда не простят. Но они не собираются, понимают, что в прямом столкновении технологическом они проигрывают и США, и Израилю. Куда они переводят конфликт? На территорию США. В какую плоскость? В политическую. Чем дольше длится война, тем хуже положение Трампа и республиканцев в США. Почему? Тем сильнее, Два аспекта. Чем сильнее антивоенное крыло движения МАГА, тем сильнее демократы. Да, два Уже аспекта. дошло до того, что мэр Нью-Йорка, еврейского города, еврейской столицы, говорит, если Нетаньяху приедет в Нью-Йорк, возможно, мы подумаем. Может, арестуем, может, не арестуем. Это когда это видано было, понимаете? Вице-президент США Джей Ди Венс в крупнейшем ток-шоу Америки
допустимо. Да, Израиль наш партнер, но типа никто не может Америке диктовать, как ей жить, как ей действовать. Да? То есть наезжает на Израиль. И с Венсом есть еще один очень важный аспект. Он был автором меморандума технологического. Он был автором технологического соглашения. И даже если вот ответ Трампа, он озлобил Венса, он разрушает его как бы будущее. Венс шел в будущее как тот человек, который заключил соглашение с Ираном. И это Трампа подзуживают Нетаньяху и его окружение. Я думаю, что Трамп еще очень жалеет, что он это, знаете, потому что он начал эту эскалацию, как мне сказали вот из Америки, там написал один человек очень достойный и сказал: Алексей Иванович, вы не правы, Трамп не боится импичмента, потому что я все время думал, что он импичмента боится. Трамп сейчас не времена Никсона, когда это позор, Трампу все равно, чтобы он с поста президента пошел под уголовное преследование, там необходима очень большая доля, 80%, чтобы сенаторов проголосовало за это. Или 60%, что абсолютно невозможно. Абсолютно невозможно в современном раскладе. Поэтому Трамп импичмента не боится. А так ему плюнь в лицо, скажет там божья роса. У Трампа нет ни стыда, ни совести. Поэтому... И он ему, очевидно, Нетаньяху сказал: слушай, помоги мне, у меня выборы в сентябре. И я как бы так, мне надо, чтобы война продолжалась. Трамп сказал: я, ладно, ударю там пару раз. Такие варианты я тоже рассматриваю, хотя я не думаю, что это так на таком уровне принимается. Но, короче, Венса, очевидно, ему просто дали пощечину вот всем этим срывом соглашения. Это для Венса очень тяжелый удар, на самом деле, моральный и психологический. Возвращаясь к Ирану, Иран перенес конфронтацию внутри США. Вчера. Главная конфронтация внутри Америки. Да, сейчас, вчера поэтому. Хексета допрашивали, он выступал в Сенате, его сенаторы допрашивали, и его прямо спросили: Китай и Россия помогают Ирану? Хексет говорит: да, мы противодействуем, не будем говорить публично как, потому что, понятное дело, но, говорит, да, Россия и Китай помогают Ирану. Открыто, понятно, министр войны говорит. Понятно, он детали не вводит, скажем так, в курс дела, да, нас всех. Но если Россия и Китай помогают Ирану, то тогда у нас соединяются доски европейские, да, война в Европе, территория Украины и Ближний Восток. Или все еще недалеки друг от друга? Нет. Это совершенно разные виды помощи. Как Россия помогает Ирану, как Иран помогал России тоже, значит, шахедами. Это такие линии военного взаимодействия. Китай открыто России не помогает. Китай, очевидно, оказывает какую-то поддержку, но официально Китай вообще-то придерживается санкционного режима по отношению к России, установленного США, потому что экономика Китая в высокотехнологичной сфере, к сожалению, связана не с Россией, а с США в гораздо большей мере. Поэтому помощь открытая Китая России, заявление Хексета – это давление на Китай. Это давление на Китай, что мы можем вот как бы и поменять нашу позицию. Но проблема не в Китае. Проблема в том, что Трамп не может выбраться из этой ловушки ближневосточной. Не может. Он в нее залез, и выбраться из нее он не может. Еще раз говорю, он не может Иран победить, он не может не ударить последним, он не может позволить довести это все ближе к выборам, и это множит конфронтацию внутри США. То есть, это все как бы Иран играет в шахматы, стратегические шахматы. А то, что гибнут в Иране люди, война, она такое дело, всегда люди гибнут. Конечная цель, конечная победа Ирана – это дискредитация Трампа, это уничтожение политическое Трампа. И если Ирану не надо его даже убивать, если сорвут они замыслы финансовые Трампа, Трамп что так нервничает? Потому что срывается его возможность зарабатывать большие бабки, большие деньги. С Россией, там, дух Анкориджа или еще какой-то дух, понимаете, у него везде какие-то духи по всему. Он использует политику, свое пребывание в Белом доме для того, чтобы рубить бабло. И вот худшее для Трампа наказание – это не убить его. Человек не молодой, пожил, там, весело, там, покувыркался с девчонками, там, казино и все такое. Все в его жизни было, в принципе, яркая жизнь, вопросов нет. Но сорвать его финансовые планы – это серьезный вопрос. Могут ли иранцы сорвать? Сами по себе нет.
А вот с партнерами внутри США могут. А кто партнеры Ирана внутри США? Это те, кто является смертельными врагами Трампа. Я напомню, что именно при демократах ядерная сделка с Ираном была почти доведена до конца. Обама, ядерная сделка Обамы. Эту сделку сорвал Трамп. Поэтому у Ирана вполне есть переговорщики внутри США и вполне есть партнеры. Эти переговорщики считают Трампа заслуживающим войны против него. Глобалисты, они не глобалисты, это уже другой вопрос. Сейчас Иран ведет свою войну гибридную, и в этой войне он явно думает дальше и шире, чем Трамп и Хексет. В этом я уверен просто. Да, друзья, всем большое спасибо, что уже поставили лайк. Подписывайтесь, не забывайте. Подведем итоги опроса и перейдем к вашим вопросам в режиме Блиц. Что означает замена Зеленским военного кабинета в Украине? Что думают люди, которые проголосовали? Войну спускают на тормозах, считают 11%, 14% считают, что Зеленский укрепился, 32% он все-таки испугался и прогнулся под картонки, частично, полностью, но это был испуг, то есть вот он боится этой публики, молодых, заряженных, зависимых, и 43% считают, что это конфигурация военно-политическая, и Кабмин, и Генштаб, и главком, все-таки украинцев будут отлавливать дальше, эскалация будет еще больше, еще круче. Максим, правда, что финал войны будет особо кровавым и ужасным? Финал войны – это всегда тишина. Когда вдруг замолкают пушки, наступает тишина, и как солдаты многие описывают, вдруг начинает слышаться пение птиц. Поэтому финал войны – это будет всегда спокойный сон тех, кто доживет до этого момента. Дай бог, чтобы дожило как можно больше людей, внуков и правнуков солдат Красной Армии. Но если вы имеете в виду ход войны, который приведет к финалу, так или иначе, обещает же Зеленский баллистические ракеты. Баллистические ракеты по России – это будет новый виток эскалации. Безусловно, сейчас обе стороны, и Россия, и Европа, и Украина как инструмент Европы, орудие Запада, думают над созданием новых видов вооружения, которые были бы не ядерными, но, в общем, так или иначе, были бы суперсовременными, супер проникающими, супер поражающими, еще какие-нибудь супер. Если Россия возьмет Краматорск и Славянск, выйдет на границе ДНР и ЛНР, она, скорее всего, пройдет еще немного, как сказал президент, буферная зона, да, потом остановится. Да, дальше уже будет зависеть все от западных партнеров, как говорит Владимир Владимирович. Просто, смотрите, в Украине считают, что не остановятся. Остановятся. Понимаете. Силы тоже не бесконечные и не безраздельны. Переходим к вопросам. Режим Блиц. Поехали. Значит, ваши вопросы. Максим реагирует. И, в общем, клуб, сообщество, чат, все как всегда. Из клуба вопрос. Командование ВСУ со временем становится хуже, деградирует или лучше? Как вам кажется? Мне никак не кажется, я некомпетентен давать такие оценки. Военные. Надо спрашивать у военных специалистов, да, там, Влад Шурыгина, этого самого Звенчука, понимаете, есть у нас там, в Украине есть достаточно сильные, между прочим, военные аналитики тоже, понимаете, там, Руслана Пухова. Я не могу компетентно отвечать на такой вопрос. Угу. Я могу сказать, что, судя по тому, что сама война становится более технологичной, применяются, как оперативно вводятся новые системы вооружения, новые совершенно принципиально, да, там беспилотные РАИ, беспилотники с искусственным интеллектом и так далее, и так далее, и так далее. В общем, достаточно технологичные, по крайней мере, люди работают. Угу. Лина Востроилова спрашивает, какие ошибки стоит исправить Украине, чтобы остаться на политической карте мира? Как считает Максим? Прежде всего, отказаться от русофобии, от ненависти к России и от оголтелого обвинения России во всех своих бедах. Надо перестать быть инструментом чужой игры,
европейских элит, сионистских элит, там еще каких-то элит, понимаете, и стать украинцами. Вот с Украиной, национально ориентированной Украиной, которая не является инструментом ни Запада, там, ни Востока, никаких проблем ни у кого не будет. Петр, как бы вы посоветовали жителям Центральной России готовиться к предстоящей зиме? Ну, купить детям лыжи, санки, елки, там, я не знаю. Я не думаю, что, несмотря на ваши намеки, что-то будет чрезвычайно. Никаких очередей на автозаправочных станциях уже нету. По крайней мере, вот в Москве и Московской области я последние дни езжу. Много, ну, одна-две машины стоит. Мгм. Поэтому кризис преодолен так или иначе. Нет, но имеется в виду, Я что... не знаю, что будет дальше. Может быть, дальше какие-то будут новые там удары или еще что-то. Но это пока из разряда, знаете, ой, вы знаете, мне сказали на привозе, что цены на бычки таки вырастут, понимаете. Ну, я такие вещи обсуждать мы пока не можем. Добрый Пока вечер. Россия обладает собственными запасами газа, собственными коммуникациями газовыми, собственными запасами энергоресурсов, превосходящие запасы Украины в тысячи раз, я не думаю, что проблемы зимования в России будут сравнимы с теми проблемами, которые будет испытывать народ Украины. Добрый вечер, Саша, Максим Леонардович. Вопрос к гостю. Регулярно смотрю ваши интервью на разных YouTube-каналах. Обратил внимание, что вы неоднократно упоминали Петра Порошенко как ставленника солнцевских. Скажите, пожалуйста, как и когда эта группировка взяла Порошенко под свое крыло? Он ли сам туда прибился? Сохраняется ли влияние на него представителей данной братвы в нынешнее время? Или он разорвал с ними отношения? Если он отошел от них, то каким образом? И какие украинские олигархи еще сотрудничали и сотрудничают с российским криминалитетом? Например, Порошенко, солнцевские, Беня, Тамбовские, Пинчук, Ореховские, ну вот, или как? Вот так спрашивает пользователь. Ну, я не хочу сказать ставленник, может, слово ставленник было не совсем верно, партнер. Потому что Порошенко, естественно, Белгородская область, агросектор, его как бы отношения с Россией, там, его дружба с Зурабовым, послом Зурабовым, очень близкая дружба России. Она была... Нет, ставленник он был не солнцевских. Естественно, неуважаемый человек Михаси его туда поставил. Поставил его туда Владимир Владимирович Путин. Понимаете, в Украину. Порошенко ставленник Москвы, ставленник Владимира Владимировича Путина. Это Владимир Владимирович Путин его признал, вместо признания ДНР и ЛНР признал Порошенко. Да. Поэтому вот я вот так это дело вижу, понимаете. Заводы Порошенко, Рошен были на территории Белгородской области. Очевидно, была альтернатива. Либо, значит, если Тимошенко, значит, это всегда была газовая тема, там, Коломойский – это нафтогаз, да, значит, надо было найти что-то, что не связано с газовой темой. Вот нашли Порошенко, который не был, по-моему, связан с газовой темой. Потому что Фирташ уже к этому времени был в Австрии, если мне память не изменяет. Уже, значит, к лету 2015 года, к весне 2015 года. Ну, так вот, как-то так. Такие игры были, к сожалению, ошибочные. Олег. Поддержали бы Виктора Федоровича Януковича как законного президента, и были бы живы 1 миллион человек примерно, и не были бы разрушены города Украины. Олег спрашивает. Сказала бы Москва тогда: единственный законный президент Украины, нравится он украинскому народу, не нравится, это его там дело, переизбирайте. Это принесший присягу Виктор Янукович. Все, Россия... И никто бы Януковича не стал бы свергать, и не было бы гражданской войны. Я уверен просто. Ну, побузили бы там, Сашко Билый там что-нибудь такое на Западе там покрасовался бы перед камерой, пока его не грохнули бы, понимаете. Там в Днепропетровске там бандеровцы, евреи-бандеровцы там что-нибудь такое, значит, повыдумывали бы. Но в целом ситуация стабилизировалась бы уже к концу 2014 года, если бы так вот было сказано. Угу. А потом пошли бы новые выборы, в которых Янукович бы не участвовал. Но видите, как бы все пошло по нарастающей и вышло из-под контроля, на мой взгляд, в какой-то момент. Угу. Значит, Олег спрашивает, с вашей точки зрения, если бы в 2020 году власть США сохранил Трамп, как бы развивались отношения между Россией и коллективным Западом, и привели бы они к этой войне? Хороший вопрос. Трамп лукавит, когда говорит, что если бы я был президентом, войны бы не было.
уже к этому моменту война была предопределена. Я вообще считаю, что войну раскручивали не США, а Европа раскручивала войну в гораздо большей степени. И Британия. И особенно Британия. Трамп, между прочим, поставил украинской армии джавелины, что было фактором эскалации, которые сыграли свою роль, конечно, в 2022 году, сказать тут нечего, потому что джавелины подбили много танков российских. И не дадут соврать участники боев за Мариуполь. Они были достаточно болезненными таким, значит, для бронетанковых сил тогда России, которые планировались такими клинями. Т-72, Б-3 проходят там по, значит, украинским хайвеям, обходят города, но джавелины не позволили это сделать. И это Трамп сделал. Поэтому я думаю, что Трамп бы использовал эту ситуацию для торговли. Для торговли. Трамп бы шантажировал Москву эскалацией, торговался бы сам. Дальше вопрос, как Москва бы тогда отреагировала на это, на все. Потому что и Байден присылал в Москву Бернса, главу ЦРУ, который тоже, очевидно, занимался по-своему. Только демократы же, они же не занимались таким бизнесом открыто с Москвой, как занимается Трамп. И они занимались политикой, глобалистской политикой такой, демократической политикой. И, на мой взгляд, вполне обсуждали как бы СВО и так далее. Я до сих пор уверен, что Вашингтон как бы кивнул на то, что Россия вот хочет это делать. Потому что для Вашингтона эта эскалация разрывала полностью как бы отношения с Европой. И символом этого разрыва взрыв северных потоков, да, в которых президент России обвинил ЦРУ вообще-то. Ни много ни мало. То есть СБУ, как мы теперь понимаем, и ЦРУ, как сказал президент России. Поэтому я думаю, что все равно бы была эскалация, все равно был бы конфликт, потому что уже многие инвестировали в этот проект, в этот разрыв достаточно большие средства. Максим Леонардович, вы согласны, что с этой войны в Украине закулисье мировое начало процесс глобальной утилизации человечества, и в планах их достичь численности населения планеты, ну, где-то 500 миллионов человек? Нет, я думаю, вы понимаете тот ужас, который, наверное, из Украины написал какой-то человек достойный, тот ужас, который вы наблюдаете, уважаемые украинцы, да, и который как бы он на самом деле не эксклюзивен. Потому что, поверьте, Корейская война, вот я прочитал недавно книгу Марка Хейстингса «Война в Корее» британского, это был ад на земле просто реально. Вьетнамская война, утилизация была гораздо больше. Нет, они просто используют. Война в Украине – это война за наследие Советского Союза, за раздел территорий и богатства Советского Союза между крупными мировыми финансово-промышленными и элитными группами. Вот что это такое. И то, что мы, потомки советских граждан, не осознаем это наша беда. Поэтому нами манипулируют, нас и смогли стравить друг с другом. Именно поэтому. Если бы мы могли осознавать свою субъектность и защищать ее сами, свое созданное руками и мозгами наших предков, наших дедов и прадедов, то есть ситуация была по-другому. А нас строили друг с другом. А как Рим всегда властвовал? Рим так и властвовал. Разделяй и властвуй. Пусть варвары убивают друг друга. Скифы, сарматы скифов, гуны, готов, готы гунов. Ну и хорошо. А Рим будет кайфовать там и денежки считать, поставляя оружие и готам, и гунам, и скифам, и сарматам, понимаете, и славянам там, и еще кому-нибудь там, и аварам, например, каким-нибудь там, да. Ну и отличненько. Пусть они там друга режут там. А мы еще им будем посылать проповедников там, то из Константинополя, то из Рима. Разницу я не вижу никакой между ними особенную. Которые будут их наускивать друг на друга. Так это все было, и так все есть, и так все и будет. И мы опять стали заложниками этого. Поэтому нет, это утилизация не мирового населения. Это утилизация населения Советского Союза. Это население Советского Союза, это славянское население, русское, украинское, сокращается. Это нас утилизируют. А они не утилизируются. В Европе 400 миллионов скоро будет. В объединенной Западной Европе. Там никакой войны нету. Вы не думайте, что там эхо войны. Да плевали, они там все радуются.
Это он просто... Не, ну нормальные люди, простые люди в Европе горюют, они очень сочувствуют. Причем это не важно, там, греки, итальянцы, французы, поляки. Никто не радуется из нормальных простых людей. А элиты очень радуются. Для них это огромный прибыток. Это как бы война между Россией и Украиной. Все супер для В них. чатик заглянем. Извините за, возможно, глупый вопрос. Но такой. Любые, пожалуйста, вопросы. Решится ли руководство России этой зимой погрузить города Украины в коллапс? С одной стороны, ведь, может, это приведет к увеличению безвыходных людей на линии фронта. Ну, имеется в виду, что толкнет линию фронта. Я так понял. Увеличение безвыходных людей на линии фронта. Или, наоборот, подождите. Имеется в виду, что от безысходности, короче, всех людей половят и отправят на передок. Тут ТЦК лютует страшно именно по украинскому, по этому вопросу. Война – это жестокая вещь. И достижение победы, то есть, что такое победа в войне? Клаузевиц определял победу как принуждение противника к исполнению твоей воли. Навязывание противнику, оппоненту воли политической, значит, военным способом, да, то есть, когда ты его заставляешь принять абсолютно твои условия. К сожалению, война всегда была связана с осадами городов, даже в древние времена, и страданиями населения этих городов. Я надеюсь, что к этому времени уже будут достигнуты какие-то мирные переговоры, но я лично считаю, что быстрее, чем лето следующего года, никакого замирения вообще не будет. Это пессимистический прогноз. Я очень хочу, чтобы он не сбылся. Сразу скажу. Я на нем не настаиваю. Но по всему, я думаю, что только лето 27 года может дать надежду на то, что уже вот впереди близок свет в конце туннеля. Значит, представим, наступил мир. Пользователь пишет. Как по-соседски жить будем? Вот такой вопрос. Как французы с немцами жили. Убивали друг друга, резали на протяжении столетий. Французы и немцы. Газом травили. А сейчас ничего, там во Франкфурт прилетаешь, из Франкфурта ездишь в Страсбург. Или в Париж. Живут же люди. Конечно, так много должно. Как немцы с поляками тоже живут. Тоже тысячелетия войн непрерыв немецко-польских. Поэтому, непросто будет. Очень непросто. Вопрос, втянут ли Беларусь в войну, Кирилл задает. Пока во главе Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко нет, не втянут. Он на голову выше и мудрее многих политиков, которые над ним хихикают и как бы что-то хотят от Беларуси. Но эти политики приходят и уходят, а Лукашенко уже с 96-го года 30 лет, собственно говоря, во власти и укрепляет и ведет Беларусь вперед. В чем ошибся поэт и масон Александр Пушкин, сказав, цитата, «Человек не будет свободен, пока последний король не будет повешен на кишках последнего представителя религии». Вот такой вопрос. Это, во-первых, сказал не Пушкин, а Дидро, а Пушкин это перефразировал стихотворным образом так. Мы это позабавим, когда последнего попа кишкой, последнего царя кишкой последнего попа удавим. Вот так, по-моему, Пушкин перефразировал. Поэтому это не Пушкин сказал. И, просто такие либерально-масонско-французские, якобинские, юношеские глупости какие-то, понимаете, жестокости. В романтическую эпоху жестокость была такая свирепость, была одним из способов проявления своего там романтического эмоционального темперамента, понимаете? Ты, как говорится, можешь и совершить нечто. Зачаровывал образ там Робеспьера, Наполеона, не знаю, еще кого-то, каких-то великих революционеров, которые человеческими жизнями там миллион в печку, миллион в речку бросались. Поэтому я бы всерьез не относился к этим. Дидро это серьезно было, потому что Дидро это сказал задолго до того момента, когда реально убили короля. Но тут есть один нюанс. Дело в том, что в руководстве Якобинского клуба был архиепископ Парижский,
Толеран был архиепископом Леона, если мне память не изменяет. Значит, и, в общем, попы вполне. Аббат Сиес писал 4 конституции Франции, включая Якобинскую конституцию, радикальную. Поэтому как раз королей-то удавили, а вот кишки попов, попы-то как раз и руководили, на мой взгляд, французской революцией, как бы сделав якобинцев и масонов, не недопонимавших, где они находятся, и что с ними происходит, с их культом великого существа и все такое, ну, очень тогда еще не развитой доктрины, прямо скажем, инструментов уничтожения старого врага католицизма. А старый враг католицизма – это была аристократия, рыцарство. И как раз в Якобинскую революцию короли, рыцари, графы, бароны, их головы летели просто как мечи на поле для гольфа, таком тренировочном. А попы якобинцами стали, понимаете ли. А потом опять стали попами после якобинства. Смотрите, сейчас поэтому тут все гораздо тоньше и гораздо хитрее. Не воспринимайте романтические цитаты той эпохи Байрона, Шиллера, Пушкина, как какую-то истину в последней инстанции. Надо все делить на 10, как минимум. Значит, очень интересная дискуссия сейчас развивается в чате. Давайте. Человек спрашивает, ну, мол, что плохого, ну, в общем, плохо или хорошо, если гипотетически Украина войдет в состав Российской Федерации полностью. Ну, то есть, он это эксперимент, это никакие, я понимаю. Я не хочу этого совершенно. Не, смотрите. Я вот считаю, что это плохо. Смотрите, потому что... и вот пишет человек, ему отвечает, Да. прям дискуссия же там, ну, как бы, что хорошего будет, что плохого. Это чисто гипотетический вопрос, без пропаганды, это важно. Ему пишут, что сейчас даже там вот эти так называемые типа пророссийские, они тоже Россию ненавидят, потерь в семьях много. Зачем России вообще десятки миллионов ненавидящих новых граждан? Ну и тут начинают пререкаться друг с другом. Что вы это думаете? как бы вопросы такие справятся. Знаете, после войны тоже многие украинцы воевали против советской армии, а потом вполне, как говорится, были в рядах ВЛКСМ, КПСС и делали карьеру в 50-е годы. На Западной Украине, во Львове и в Тернополе тоже, знаете ли, там вполне много западенцев вдруг оказались в рядах, там, в общем, не УПА запрещенный, прямо скажем, а наоборот. Поэтому люди всегда люди. Я на этот вопрос смотрю с другой стороны. Я считаю, что украинский соблазн для Москвы всегда был гибелен. Я вот сейчас на закрытом канале в неделю 2 или 3 раза такие смыслы русской истории. Мы так проходимся по русской истории от древних совершенно. Сейчас вот дошли до смуты. И вот это вот желание Москвы контролировать Киев и контролировать Литву, чужое пространство. Ведь кто сказал Киев – мать городов русских? Давайте вспомним. А почему вот вы называете вспомните? Киев чужим пространством? А вот кто сказал Киев? Ну, потому что я считаю, что это для нас чужой соблазн просто. Чужой соблазн. Что Киев – мать городов русских – это откуда взялась эта мысль? Вот кто это сказал? Это сказал язычник Олег. Когда Олег приплыл, когда он убил Аскольда и Дира, взял малыша Игоря на руки, поднялся и сказал, вот это Киев, это будет мать городов русских. Да? Но это потом написал в XII веке тот монах, который писал «Повести временных лет». А вообще цитата «мать городов русских» это взялась из Иерусалима. Сказано «Иерусалим». Это вот сердце и мать там, типа вот городов иудейских, израильских. Это интерпретированная библейская цитата, которую, естественно, Олег произнести никак не мог, потому что он поклонялся Одину, Тору и так далее. Я считаю, что вот я так анализирую русскую историю, как только Москва хотела подчинить себе Киев и считала, что без Киева прям... Это читали князья. Князья считали, что без Киева у них нет полноты наследия Мономаха там, или наследия Владимира Святого. А стало бы нет вот этой темы, что Москва – правопреемник Византии. Абсолютно лживой, гибельной темы. Москва – это столица тех огромных масс народа, там, москвичей, новгородцев, псковских там, и так далее, которые вот жили на территории Московского княжества, Великого княжества Московского, потом царства, понимаете? Поэтому я считаю, что вот этот украинский киевский соблазн и влияние Украины, допустим, на церковную жизнь северо-восточной Руси было крайне тлетворным. Такое же мнение придерживался, допустим, покойный историк Александр Владимирович Пыжиков, прекрасный.
И поэтому влияние Петра Могилы, Киево-Могилянской академии, литовской аристократии, там, всех этих Трубецких, понимаете, и так далее, Милославских, на московскую политику, это, в общем, сомнительно позитивное влияние. Это, безусловно, давало... Я это вот все это обсуждаю в закрытом канале. Подпишитесь. Очень там уже мы дошли достаточно серьезно. Прошли Ивана Грозного последними 3 такими обсуждениями. Он тоже пришел к этому соблазну, понимаете, вплоть до того, что в конце жизни Иван Грозный даже написал, по-моему, папе или императору в Вену, что вот Исидор, митрополит, которого москвичи изгнали за Флорентийскую унию, мол, был прав. Так сильно хотелось как бы всегда через Украину стать частью Европы и частью вот этого византийского наследия. Нам это вообще не надо, вот русским, москвичам. Может, украинцам это надо зачем-то? Ну, нам это не надо совершенно. Я считаю, для нас это гибельный соблазн. Византийское наследие гибельное для российского, ну, там, великодержавного когда-то, имеется в виду. Всегда гибельное. Советский Союз был не византийским наследием. Советский Союз был союзом народов. И недаром было отделено. Это не Киевская губерния была, а Украинская ССР. Другое государство, с которым Россия заключила союз. Советский Союз – это был союз между Россией, РСФСР, и Украиной, и Белоруссией, и Узбекистаном. Это были союзные. Вот как Европейский Союз. Франция – это же ведь не Чехия. Франция не Чехия. Вот отдельно Чехия, отдельно Франция. Но Франция и Чехия находятся в рамках Союза. А когда говорят, что это все Москва должна быть там Третьим Римом, или наши чиновники несут бред, что мы греко-римская... Мы, русские, греко-римская цивилизация. Понимаете? Вот китайцы могут быть китайской цивилизацией, греки – греческой цивилизацией, римляне – римской цивилизацией. Только мы, русские, не можем быть русской цивилизацией. Мы должны быть греко-римской цивилизацией или евразийской цивилизацией какой-то. Вот я сторонник того, что мы... Русские со своим путем, с нашими древними городами, Суздалем, Ростовом, Владимиром, Москвой, там, Новгородом, Псковом, понимаете, Кирилловым, там, Белозерском, Белым озером, там, Ферапонтово и так далее. Там. Мы русская цивилизация. А история Украины, история Литвы, она развивалась совсем в ином пространстве. И все эти соблазны, которые восходят там, к Владимиру Святому или к Владимиру Мономаху, о том, что якобы мы одно целое, ничего подобного. Это вот крайне опасный путь для России. Крайне опасный путь. Да, поэтому друзья, как там будет в будущем, я надеюсь, что когда-нибудь будет союз между Россией и Украиной. Я верю, что мы будем союзным. У нас будут союзные отношения. Несмотря на войну. Вот вы говорите, ну это невозможно. Но между Францией и Германией есть же союзные отношения? Есть. И они возникли, между прочим, не в 1979 году, а в 1949 году, когда Конрад Аденауэр и Робер Шуман с немецкой, с французской стороны, хотя французы были победителями, заключили угольные соглашения, которое легло в основу всего этого. Поэтому это не такая простая вещь. Но моя позиция тут... Вот я пришел к выводу. Нам, москвичам, Киев вообще не нужен. Вот вообще совершенно не нужен. Вот, а Украина как союзное государство, пространство союзное, да, партнеры, очень нужно. Вот это так и будет. Максим Шевченко был моим собеседником сегодня. Я благодарен за время и мысли. Пожалуйста. Друзья, берегите себя. Всем добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.